Правда ли, что компания HYB находится на грани паники после того, как семья Чон Чонгука решила высказаться о Тэхёне? Что же на самом деле происходило за кулисами? И почему этот факт всплыл только сейчас? Не пропустите ни одной поразительной детали в этом эксклюзивном репортаже. Каждое предложение приближает вас к истине, которая так долго оставалась скрытой. Поставьте лайк, если это вас удивило, и подпишитесь, чтобы не пропустить новые обновления этой истории, потрясшей индустрию кей-поп. Это ли конец долгого молчания, скрывавшего истинные отношения между Чонгуком и Тэхёном? Этот вопрос сейчас звучит по всему миру после шокирующей новости. Семья Чонгука наконец нарушила тишину. Однако это было не просто обычное заявление. Оно вновь разожгло искры спекуляций, которые в течение месяцев были открытой тайной среди фанатов. Никто не ожидал, что одно простое предложение от семьи Чонгука заставит HYB, гигантское агентство, казавшееся столь спокойным, внезапно проявить признаки паники. Новость появилась без всякого предупреждения. Всего за несколько часов социальные сети заполонили фрагменты видео, скриншоты и аудиозаписи, якобы исходящие от членов семьи Чонгука. На одном из видео слышен дрожащий женский голос, произносящий «Мы больше не можем молчать. Люди должны узнать, что на самом деле происходит с Тэ». Эти короткие, но значимые слова мгновенно стали мировой тенденцией. Теперь главный вопрос – что же они скрывали все это время? HYB пока не сделала официального заявления. Однако внутренний источник, близкий к агентству, сообщил, что обстановка в штаб-квартире HYB была хаотичной и напряженной. Некоторым сотрудникам якобы было приказано быть в постоянной готовности из-за возможных утечек внутренних документов, связанных с прошлым BTS. Проблема, ранее считавшаяся дешевой сплетней, теперь превратилась в огромный шторм, угрожающий репутации миллиардной компании. Что именно сделало заявление семьи Чонгука таким шокирующим? Имеет ли оно отношение к давним слухам о личном конфликте между Чонгуком и Тэхёном, которые уже давно всплывали на фанатских форумах? Или все гораздо глубже, не просто история двух старых друзей? В одном неофициальном интервью, распространившемся в онлайн-сообществе, утверждалось, что проблемы начались задолго до объявления об их перерыве в деятельности. За кулисами происходило нечто, связанное с огромным давлением, внутренней политикой и даже манипуляцией общественным мнением. Когда видео с заявлением стало вирусным, реакция публики разделилась. Большинство армий испытали боль и гнев, полагая, что HYB слишком сильно давит на участников, раз даже их собственные семьи почувствовали необходимость вмешаться. Другие пытались успокоить ситуацию, считая, что это просто недоразумение, раздутое СМИ. Но чем дольше все продолжалось, тем больше появлялось доказательств и признаний из разных источников, стирая грань между слухами и реальностью. Тем временем, на фоне нарастающего общественного ажиотажа, одно становилось очевидным. Отношения между Чонгуком и Тэхёном теперь оказались в самом центре неизбежного шторма. Люди начали вспоминать их прошлые моменты, тихий смех за кулисами, теплые взгляды на концертах, то время, когда фанаты называли их родственными душами. Но теперь все это воспринимается как горько-сладкое воспоминание, постепенно превращающееся в головоломку. Что же на самом деле произошло между ними? Источник, утверждающий, что он работал в составе международной концертной команды BTS, рассказал, что во время одного из крупных туров, прошедших в последний год перед перерывом, произошло что-то странное. По его словам, та ночь была наполнена напряжением. Чонгука видели выходящим из комнаты с мрачным выражением лица, в то время как Тэхён оставался сидеть в углу, неподвижный и безэмоциональный. Никто не осмеливался произнести ни слова. Это было похоже на двух братьев, которые прекрасно понимают друг друга, но вынуждены притворяться, что не понимают, говорил источник. Но какое отношение все это имеет к заявлению семьи Чонгука сейчас? Почему они решили говорить именно теперь? Этот вопрос заставил многих подозревать, что за происходящим скрывается нечто более глубокое, возможно, связанное с крупными решениями внутри самой HYB. Ряд аналитиков корейской индустрии развлечений отметили, что этот момент нельзя рассматривать отдельно от внутренней повестки компании. HYB испытывает сильное давление со стороны общественности и инвесторов. Агентство переживает решающий этап. Оно пытается восстановить свою репутацию после многочисленных скандалов, включая обвинения в манипуляциях и непрозрачности, касающихся своих артистов. Так действительно ли семья Чонгука намерена раскрыть все? Или за их эмоциональным заявлением скрывается тайный посыл? В старой публикации, которая теперь снова стала вирусной, один из членов семьи Чонгука когда-то написал в соцсетях:
правду иногда приходится оплачивать разрушением. Тогда на этот пост почти никто не обратил внимания, но сейчас фанаты видят в нем знак того, что семья сдерживала нечто важное очень долгое время. Некоторые корейские медиа заявили, что получили дополнительные записи, содержащие частные разговоры между членами семьи Чонгука и человеком, предполагаемым являющимся бывшим сотрудником HYB. В беседе упоминались документы, которые не должны попасть в общественный доступ. Эта фраза мгновенно породила бурные спекуляции. Не содержат ли они документы тайного соглашения между агентством и участниками BTS? И фигурирует ли в них имя Тэхёна? По мере того, как слухи множились, HYB начала действовать оперативно. Компания по сообщениям направила юридические предупреждения нескольким онлайн-изданиям, распространявшим непроверенную информацию. Однако этот шаг лишь усугубил ситуацию. Многие фанаты восприняли действия агентства как проявление паники. «Если у них нечего скрывать, зачем же они такие агрессивны?» – гласил один из вирусных комментариев на фанатском форуме. Тем временем поддержка семьи Чонгука росла с невероятной скоростью. Тысячи комментариев заполнили соцсети с хэштегами «We stand with Jungkook's family» и хэштегом «Justice for Taehyun». Общественность сочла, что настало время раскрыть правду. Пусть и последствия могут потрясти тщательно контролируемую структуру корейской индустрии, многие верят, что заявление семьи Чонгука – это лишь первая дверь, ведущая к более крупной истине, которую HYB, возможно, скрывала годами за системой внутреннего контроля. Самое интригующее во всем этом – реакция самого Тэхёна. До сих пор он не сделал официального заявления, однако фанаты внимательно следят за каждым его шагом. На своем последнем прямом эфире Тэхён выглядел гораздо спокойнее, чем обычно. Несколько раз он останавливал речь, словно сдерживая эмоции. Когда один из фанатов упомянул Чонгука, его улыбка на мгновение исчезла. «Иногда есть вещи, которые невозможно объяснить», – тихо произнес он, прежде чем внезапно завершить трансляцию. Этот момент стал самым распространяемым клипом недели. За всей этой шумной волной становится все очевиднее. Это не просто личный конфликт. Это история о честности, давлении и страхе, скрытых за ослепительным блеском индустрии кей-поп, которая на поверхности кажется идеальной. Теперь хайп стоит перед тяжелым выбором – защищать свой имидж или столкнуться с бурей правды, способной разрушить все. Но общество уже почувствовало, что за этим кроется нечто грандиозное, и когда правда начинает всплывать, спрятать ее становится невозможно. Теперь главный вопрос – что будет дальше? Осмелится ли хайп выпустить официальное заявление, которое ответит на все вопросы, или попытается отвлечь внимание другими темами, как это часто делают крупные корпорации, оказавшиеся в углу? На фоне растущего молчания появилось новое сообщение. Ходят слухи, что семья Чонгука готовится опубликовать очередную запись. В этой двухминутной аудиозаписи слышен дрожащий голос, произносящий имя Тэхёна. Тэхён невиновен, он просто пытался кого-то защитить. Фраза обрывается на полуслове, оставляя за собой гнетущую тишину. Запись мгновенно разошлась по всем платформам, усилив уверенность общественности в том, что некая грандиозная правда все это время была скрыта. Но кого же именно защищает Тэхён? И почему семья Чонгука вынуждена вмешиваться? Почти сразу после того, как запись стала вирусной, в сети начали появляться анонимные аккаунты, публиковавшие новые отрывки информации. Некоторые утверждали, что работали в международной команде по продвижению хайп и писали, что внутри компании существовали многочисленные решения, неизвестные публике. «Вы видите только сцену, но не то, что за ней», написал один из них на закрытом форуме, который вскоре был взломан и утек в сеть. Он намекнул, что разногласия между участниками BTS начали проявляться давно, особенно после того, как им дали больше свободы в развитии индивидуальной карьеры. Но по-настоящему шокирующим стало другое заявление. Один из тех самых анонимных источников утверждал, что одному из участников группы пришлось принять решение по собственной воле, фразу, которую многие сразу связали с Тэхёном. Тем временем, несколько независимых южнокорейских изданий начали глубже исследовать, что именно стояло за заявлением семьи Чонгука. Один журналист,
известный своими разоблачениями скандалов в индустрии развлечений, заявил, что видел внутренние документы, свидетельствующие об этических конфликтах среди топ-менеджеров Hype, связанных с тем, как агентство управляло отношениями между участниками группы. Эти документы еще не были обнародованы, но одни лишь слухи об их существовании оказались достаточными, чтобы пошатнуть репутацию компании. Несколько крупных инвесторов, по сообщениям, приостановили новые проекты с Hype, ожидая, пока ситуация стабилизируется. Всего за сутки стоимость акций компании резко колебалась, отражая растущее напряжение и тревогу на рынке. На фоне этой нестабильности появилась новая волна слухов. Один из бывших личных ассистентов Чонгука якобы дал тайное интервью зарубежным СМИ. В короткой беседе он сказал, что Чонгук уже давно борется с внутренними дилеммами. Он любит свою группу, но есть вещи, которые он не может контролировать. Он не только идол, он тоже человек, произнес он. Эти слова звучали искренне, но одновременно загадочно. Возник вопрос, связана ли эта дилемма с Тэхёном, и не является ли заявление семьи Чонгука формой сопротивления против давления, которое они ощущали годами. Тем временем общественная реакция продолжала стремительно нарастать. Тысячи аналитических видео заполнили YouTube. Каждый автор пытался истолковать каждое движение, взгляд и фразу, произнесенную Чонгуком и Тэхёном в прошлом. Отрывки старых концертов, интервью и закулисных съемок снова начали циркулировать в сети, сопровождаемые эмоциональными комментариями фанатов. Теперь все становится ясно. Посмотрите, как они смотрят друг на друга в этом моменте. Это не совпадение, они пытались подать нам знак уже давно. Это явление стало не просто примером силы фандома, оно показало, насколько глубоко общество эмоционально вовлечено в судьбы этих двух людей. На фоне неконтролируемой волны спекуляций Hype начала срочно готовить пресс-конференцию. Приглашения были направлены ведущим медиа, но с одним условием – никаких личных вопросов. Такое решение вызвало еще больше недоумений. Почему компания предпочла молчание по самой обсуждаемой теме в мире? Разве прямое разъяснение не помогло бы остановить поток слухов? Многие аналитики пришли к выводу, что Hype оказалась в слишком опасной позиции. Одно неверное слово могло вызвать эффект домино, который уже невозможно будет остановить. Вечером, накануне конференции, социальные сети буквально кипели. Имена Джункук, Тэхён и Hype занимали первые 3 места в мировых трендах X, бывший Twitter, на протяжении более 2 суток. Фанаты начали создавать собственные таймлайны, пытаясь разгадать загадку, скрытую за заявлениями семьи Чонгука. Они сравнивали даты публикации, записи прямых эфиров, фрагменты концертов, выстраивая их как части огромного пазла, который теперь собирали миллионы глаз по всему миру. Но то, что произошло, когда пресс-конференция наконец началась, резко изменило атмосферу. Генеральный директор Hype с серьезным лицом и спокойным голосом произнес лишь одну фразу. «Мы сожалеем о возникшем недоразумении и просим общественность уважать частную жизнь артистов». Никаких уточнений, никаких опровержений. Эти слова лишь подлили масло в огонь. Журналисты попытались задать дополнительные вопросы, но прямая трансляция внезапно была прервана. Для общественности это стало очевидным сигналом: компания действительно в панике, не готова к истине, которая постепенно всплывает на поверхность. После конференции напряжение только усилилось. Некоторые репортеры сообщили, что Hype начала проводить внутренние проверки, включая ревизию всей системы коммуникационной безопасности и аудит сотрудников, которых подозревали в утечках. Один инсайдер рассказал, некоторых работников внезапно перевели на другие отделы без объяснений. Они боятся, что наружу выйдет что-то еще. Но буря на этом не закончилась. На следующую ночь
японские СМИ опубликовали эксклюзивный отчет, содержащий стенограмму разговора между двумя людьми, которых называли частью ближайшего окружения артистов. В расшифровке один из собеседников упоминал имена Джей Кей и Ви тревожным тоном, говоря о сделке, которая якобы разрушила их дружбу. Этот фрагмент мгновенно стал вирусным по всей Азии, переведенный на десятки языков любопытными фанатами. Какую сделку имели в виду? И кто заставил их на нее пойти? Вопросы эхом разлетелись по всему интернету. Когда южнокорейские новостные порталы проснулись на следующее утро, страна уже не могла вернуться к прежнему ритму. Каждая программа, от утренних шоу до аналитических передач в прайм-тайм, обсуждала одно и то же. Что скрывает хайп? И почему даже близкие Чонгука предпочли молчание? Семья артиста, которая всего несколько дней назад выложила эмоциональное заявление в Инстаграм, внезапно удалила все публикации. Аккаунт остался пустым, как будто ничего и не было. Но фанаты, конечно, все заскринцотили заранее. Тем временем Тэхён появился в аэропорту Инчхона, направляясь на зарубежное мероприятие. Толпа репортеров пыталась прорваться ближе, крича вопросы о Джункуке, о хайп, о правде. Он лишь слегка кивнул, вежливо улыбнулся и сказал тихо, почти шепотом: «Все будет так, как должно быть». Эта фраза стала новой волной интернета. Многие восприняли ее как скрытый ответ на происходящее, другие как финальную попытку сохранить достоинство в ситуации, где правда слишком опасна, чтобы быть произнесенной. Тот вечер фотографии Тэхёна в длинном пальто с уставшим, но спокойным взглядом облетели все мировые медиа. Заголовки кричали: «Он все знал». Ви выбрал молчание, но его глаза говорят больше, чем слова. Хайп в очередной раз отказалась комментировать. И в этой тишине, полной предположений, мир BTS оказался разделен между светом и тенью. Между тем, что можно показать, и то, что лучше навсегда оставить за кулисами.